Вязать я буду сумочку из пряжи Yarnart Ribbon. В одном мотке 250 грамм, 125 метров, по составу 60% хлопок, 40% вискоза с полиэстером. Рекомендуемый инструмент для вязания крючок номер 10, но я буду использовать крючок номер 4,5, чтобы сумочка была у меня плотная и чтобы стенки хорошо держали форму. Также мне понадобится маркер и сантиметровая лента. Набираем цепочку из 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набрали 30 воздушных петель. Сейчас начинаем вязание. Вставляем крючок с изнаночной стороны, находим второй бугорок. Вот один, второй. Только под этот бугорок, таким образом, вставляем крючок, провязываем столбик без накида 1 и сюда же провязываем еще один столбик и 2. Помечаем маркером первый столбик без накида, отмечаем начало ряда и провязываем сейчас за каждый бугорок по одному столбику без накида, только за бугорок. Вставляем крючок. У нас осталось 2 бугорочка. Один столбик провязываем в предпоследний. И вот последний вот этот бугорок мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Мы сейчас сделали закругление. Сейчас вставляем крючок под обе половинки косички. Крючок вставили, захватили рабочую нить, провязываем. Под следующую косичку вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Под каждую косичку мы сейчас провязываем по одному столбику без накида. И вместо, где мы в начале ряда провязывали, где мы провязывали 2 столбика в один, вот 1, 2, сюда же мы провязываем еще один столбик без накида. Сейчас делаем соединительную петлю под первый вот этот вот столбик. Сделали и делаем воздушную петлю и помечаем ее маркером. Начинаем первый ряд провязывать стенки сумки. Вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Следующий столбик провязываем столбик без накида. И так по кругу, не делая прибавок. Убираем маркер. И в этот же столбик мы провязываем за заднюю полупетлю столбик без накида. Снова отмечаем маркером начало ряда, чтобы нам потом не запутаться, где у нас завершение ряда будет. И снова провязываем столбики без накида за заднюю полупетлю предыдущего ряда. И начинаем четвертый, убираем маркер, провязываем также за заднюю полупетлю столбик без накида. Снова помечаем этот первый столбик маркером и продолжаем также вязать. Провязываем необходимую нам высоту сумочки. У каждого она, скорее всего, будет своя. И я покажу, как
мы будем вывязывать ручки для этой сумки. Я провязала 18 рядов от донышка. Вот ряд от донышка мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И уже поставила маркеры по центру, обозначила, где у нас будет ручка у сумки. По краям у нас 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, вот в 9 маркер у нас находится. 10 петель между маркерами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вот эти вот 9, вот эти 10 петель я не буду в следующем ряду провязывать. И вот с левого края тоже 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вот маркер начала ряда это 9. И с другой стороны также отмечаем центральные 10 петель, 10 столбиков для того, чтобы оставить их под ручку для сумки. Довязываем 18 ряд. Убираем маркер и переходим на 19 ряд. Все, начинаю 19 ряд. До следующего маркера мы провязываем в каждый столбик за заднюю полупетлю. И сейчас убираем маркер и сюда же провязываем еще один столбик без накида. Сейчас нам нужно набрать 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Сильно слабо не набирайте, довольно плотно, но и не сильно туго нужно набрать воздушные петли, несмотря на то, что они сейчас, как вы видите, более так стянуто получается. Когда мы будем обвязывать вот эту цепочку, она вытянется. Вставляем крючок сейчас в столбик, где у нас обозначено было вторым маркером, тоже за заднюю полупетлю. Вот так. И довязываем до следующего маркера. Убираем маркер. Провязываем это место. И снова набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 и 10. Убираем маркер следующий. Вставляем крючок в это место, где у нас был маркер, и провязываем столбик без накида. Еще одно место для ручки у нас провязано. И довязано до начала ряда. До маркера, обозначающего начало ряда. Убираем маркер, провязываем столбик, снова обозначаем это место маркером и продолжаем вязать также за заднюю полупетлю. Мы провязываем до ручки сумки. Довязали до ручки, вот она у нас ручка. Осталось до нее 2 столбика. Сейчас нам нужно закрепить это место, чтобы ручка впоследствии вот так вот не вытягивалась. Видите, какое отверстие получается? То есть, если мы будем ее носить, вот здесь будет постоянное отверстие. Чтобы вот этих отверстий было как можно меньше, мы находим вот этот вот первый столбик, вот первый, второй. Находим первый столбик, это первый ряд.
находим второй ряд и опускаемся вот на второй ряд ниже. Вставляем крючок в центр в центр столбика, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Провязываем. Следующий столбик у нас идет. Также опускаем крючок на 2 ряда ниже. 1, 2. Вот под этим столбиком находится другой столбик. Опускаем крючок, вставляем, захватываем рабочую нить и также провязываем. То есть мы это место закрепили. И обвязываем ручку, вот эту ручку. Крючок, вот отверстие, где ручка. Захватываем рабочую нить, провязываем. 1, 2. И снова делаем закрепление ручки. Находим первый столбик. Вот он первый, следующий. Опускаем крючок на ряд ниже, то есть первый, второй, в центр. В центр вставляем крючок, провязываем. И в следующий тоже под ним находим петлю. И провязываем. Вот так получается. Провязываем сейчас за заднюю полупетлю до следующей ручки. Продолжаем вязать обычным узором. Также находим первый столбик и опускаемся на ряд еще ниже, то есть первый ряд, второй, в центр столбика, вставляем крючок, захватываем рабочую нить и провязываем. То есть длинный такой столбик у нас получился. И в следующий также находим следующий столбик, опускаемся на ряд ниже, первый, второй, во второй ряд. И провязываем. И также обвязываем ручку. И снова делаем закрепление ручки. Довязываем до конца ряда. Провязываем последний ряд. Провязали за заднюю. А вот в эту длинную галочку мы вставляем крючок в центр. Вот так, в центр. И провязываем столбик без накида. То есть мы здесь провязали вот таким образом. И сейчас ручку мы будем провязывать тоже таким же образом. Не за заднюю полупетлю, а вставляя крючок в центр вот в этих столбиков. Вот в центр. Захватываем рабочую нить, провязываем. Снова находим следующий столбик. Вот он такой. Вставляем крючок в центр и провязываем такую галочку. Снова находим следующую петлю. Вот она. Вставляем в центр. Крючок должен выйти с изнаночной стороны вот таким образом. То есть он должен расколоть с изнаночной стороны ножки столбика. Дошли до конца, до этих двух длинных столбиков. В первый столбик мы вставляем крючок в центр вот этого длинного столбика и провязываем столбик без накида.
Следующий длинный мы не вставляем крючок, мы провязываем за заднюю полупетлю. И до следующей ручки мы провязываем за задние полупетли. В предпоследний столбик ряда мы провязываем соединительную петлю за заднюю. Опять же, за заднюю полупетлю мы провязываем соединительный столбик. Вытянули и протянули через петлю. Убираем маркер. Снова вот в эту же первую, в петлю, где у нас был маркер, мы вставляем крючок и провязываем тоже соединительную петлю. Вытягиваем рабочую нить, отрезали, лишнее убрали. И сейчас будем соединять. За следующую косичку вставляем крючок, захватываем вот этот вот хвостик. Сейчас вставляем крючок в петлю, откуда у нас выходит этот хвостик. Захватываем изнаночную. И вот в эту петлю вставляем и протягиваем на изнаночную сторону. Вот такая сумочка у нас получилась размером 26 сантиметров, 27 сантиметров по крайним точкам и в высоту 22 сантиметра. Удобная небольшая сумочка. Сюда отлично подойдет формат А5. Также можно эту сумочку использовать и с изнаночной стороны. Расправили. Хвостики, конечно, нужно сейчас будет все заправить. И с изнаночной стороны она выглядит тоже очень интересно. То есть это двусторонняя сумочка. Она и так смотрится очень красиво. Сейчас прячем вот эти кончики по ходу движения рядов. То есть как вам удобно будет, так и спрячем. Один мастер-класс, и у нас получилось две модели сумочки. Это изнаночная сторона, а это лицевая сторона. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и ставьте свой пальчик вверх. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. А мы с вами встретимся уже в следующих видео. Пока-пока!